Этот кубик обладает супер свойством менять угол и ребро местами. Никакой ган в помине так не может. Шах и мат, гановцы. Вы когда-нибудь видели, чтобы подарков было больше по количеству вещей, чем основной заказ? Лично я такого никогда не видел. Привет, вы на канале ProCuber, и в этом видео я расскажу про новенький кубик Рубика Dayan Tenyun V2M. А чтобы сделать обзор максимально полезным, я просил в своих соцсетях в Инстаграме, странице ВК и сообществе Ютуба задавать мне вопросы по этому кубу. Все комментарии я прочел и постараюсь ответить на самые интересные и осветить все нюансы этого кубика. Всем, кто поучаствовал, большое спасибо. Начнем с самого неинтересного – упаковки и комплектации. А затем я расскажу про характеристики кубика. Кубик поставляется в отличной красивой картонной коробке из толстого картона, которая защитит кубик от ударов. Вот этот помятый уголок на коробке как раз таки говорит о том, что коробка хорошо сработала, и кубик остался целым и невредимым. Внутри коробки находится довольно подробная инструкция о свойствах кубика, какие технологии используются и как работает сама настройка, на английском и китайских языках. Я в принципе разобрался, что там написано. Далее в коробке сам кубик и белый бокс. Внутри белого бокса можно обнаружить много всего. Еще одну инструкцию, на этот раз по методу сборки Джессики Фридрих, и кучу разного барахла, а именно крестовую отвертку для винта, который находится под центральными крышками кубика. Далее прямую отвертку, которая предназначена для настройки магнитов в ребрах. Далее запасную крестовину с основаниями, укрепленными ребрами жесткости. Два сета запасных пружин разных типов. Одна пружина нужна для винта под гайкой, а другая находится внутри самой гайки. И последнее — это пластиковый двусторонний ключ для настройки жесткости одной стороной, а также настройки плавности и среза угла кубика уже другой стороной. А вот этот классный брелок-открывашка для ключей в комплектацию уже не входит. Я его купил на своей витрине мерча по ссылке procuberprintdirect.ru. Там ты сможешь найти брелки для ключей, магниты, значки, футболки, худи, сумки, кепки и много всего с принтами на тему кубика Рубика и спидкубинга. Переходи и выбирай то, что тебе по душе. Помимо основного заказа я еще получил кучу подарков. Пластиковые карточки с методом Фридрих, такого я еще ни у кого не встречал, вроде бы только бумажные раньше видел. Фирменную смазку Dayan, как мне показалось, средней степени вязкости, подставку для кубика, еще одну крестовую отвертку, прикольный мягкий чехол и, вы не поверите, полноценный кубик Рубика. Это Dayan Tenyun Plus, который вышел в 2010 году. Сзади на коробке написана дата получения патента на этот куб. В общем, судя по всему, благодаря этому кубику мы сможем увидеть сравнение кубиков, которые были 10 лет назад, с теми, которые выпускают сейчас. Вы когда-нибудь видели, чтобы подарков было больше по количеству вещей, чем основной заказ? Лично я такого никогда не видел. Самое крутое, что есть в этом кубике, это двойная система регулировки в гайках, а также трехуровневая система смены силы магнитов. Сила магнитов меняется при помощи плоской отвертки из комплекта. Там есть специальный паз, в который вставляется отвертка, и вращением магниты меняют свою позицию. Соответственно, три вида силы магнита: слабый, средний и сильный. Цифра 1 это самый сильный, 2 это средний и 3 это самый слабый. Я остановил пока что свой выбор на тройке. Из коробки кубик крутился приемлемо, но магниты были выставлены в разнобой, и мне пришлось все магниты поставить в одно положение. Сначала я выставил везде единицу, покрутил, потом понял, что мне не очень подходит, и в итоге дошел до тройки. Покрутил и понял, что для меня это лучший режим на данный момент. Настроить силу магнитов очень легко, но занимает пару минут. Маленький нюанс в том, что сила магнитов переключается с помощью отвертки, в отличие от того же Mouyu Guoguan EDM, у которого все можно сделать при помощи ногтя. Но обычно человек настраивает один раз и больше ничего не меняет. Минус ли это, решайте сами. Для меня лично нет. Настройка гаек уже посложнее. Та настройка, которая регулируется узкой стороной двойного ключа, имеет значение 0,6, 0,8, 1 и 1,2. Она отвечает за срез угла и плавность вращения грани. Я опять же сначала выставил везде 1,2, мне не очень понравилось, и затем я дошел до 0,6. И мне такая настройка понравилась больше всего. Экспериментируйте на свой вкус.
Та настройка, которая имеет значение 0, 0,5, 1 и 1,5, отвечает за силу жесткости пружин внутри самой гайки и настраивается широкой стороной двойного пластикового ключа. Для настройки гаек в обоих случаях нужно нажать на саму гайку, после этого она продавится и только затем крутить до нужных значений, иначе просто будет откручиваться винт и кубик разберется на детали. Цвета у кубика отличные и очень яркие, все по канону премиальных кубов. Наверное, мало кто знает, но бюджетные кубы частенько от премиальных отличаются цветом, как минимум красной грани. Если грань темная, то это бюджетный кубик, если грань яркая, то это флагман. Эта закономерность есть на Даянах. Даян Гухонг VTM имеет темную красную сторону, а Теnyun V2M имеет яркую сторону. GAN 356R также имеет красную темную сторону, а GAN X напротив яркую. Мой кубик от Dayan изготовлен из цветного пластика. Пластик у кубика глянцевый и очень гладкий, что-то по типу как у старых кубов GAN, но немного более матовый, что ли, сложно передать словами. Помимо цветной версии, еще бывает версия из черного пластика, у меня ее нет. Но я думаю, что кручение точно такое же, как и у версии из цветного пластика, потому что внутреннее строение кубика изготовлено практически полностью из праймари пластика. Не путать с премиум пластиком. Премиум пластика не существует, это выдумка. Данный кубик срезает угол, наверное, абсолютно любой. Я как только не пытался, не смог подобрать такого значения, чтобы угол в итоге не был срезан. По часовой стрелке 45 градусов вообще на ура. 65-70 тоже срезает. В обратную сторону тоже почти любые значения он может срезать. 35-45 градусов получается. А если еще большие значения брать, то кубик просто прокручивается, но при этом не разлетается. А также этот кубик обладает супер свойством менять угол и ребро местами. Никакой ган в помине так не может. Шах и мат гановцы. Шутки шутками, но этот куб не всегда стабилен в сборках. Но это уже дело прямых рук и настройки. Если кубик себя так ведет, это значит, что кубик нужно затянуть и смазать, а мне нравится именно та настройка, которая у него сейчас. Кубик довольно увесистый. По спецификациям он весит 83 грамма и имеет размер грани 55,5 мм. В моих руках лежит очень хорошо. Кручение данного кубика меня устраивает целиком и полностью. Немного напоминает кубы GAN, но мне нравится намного больше. Вращение как-то ощущается более стабильным и четким. Кстати, стоит Dayan Tenyun в районе $30-35. И на данный момент является самым прокачанным с технологической точки зрения кубиком за минимальную цену. Это значит, что все конкуренты либо стоят дороже, либо имеют меньшую функциональность. Кстати, крутится он очень тихо. Я не могу вспомнить кубик, который крутится так же тихо, как этот. В целом, кубик мне очень понравился, я буду его еще тестировать. Станет он моей основой или нет, покажет лишь время. Многих кубиков, с которыми вы просили сравнивать данный кубик, у меня нет. Например, Valk Elite, MGC Elite и GAN XS. Поэтому я сравниваю с теми флагманами, которые у меня на руках. Если сравнивать строение Tenyun с GAN X, то GAN X выглядит намного более топорным, квадратным и непродуманным внутри, именно с точки зрения строения. Обратите внимание на форму элементов, ребер, углов и центров. А вот если сравнивать с кубиком Moyu GTS 3M, то GTS 3M выглядит очень достойно, учитывая тот факт, что он вышел 2 года назад. Dayan имеет более замудренное строение, на ребрах у него дополнительные рельсы, например, но он очень похож на GTS 3M, особенно центральным элементом. Чувствуется, что даяновцы вдохновлялись, но не воровали напрямую как GAN, потому что у них многое по-своему. Дизайн и форма элементов похожи, но в целом они немного другие. Регулировочный магнитный блок так вообще сделан по-своему, ни у кого такого нет. И при этом кубик выглядит очень круто. Мне прям нравится с эстетической точки зрения. Кстати, можете насладиться фоточками в моем инстаграме. Также вы просили сравнить с более дешевыми кубами, такими как Thunderclap V3M. Я, честно говоря, не вижу смысла этого делать, потому что один позиционируется как флагман, а другой как более бюджетный. У этого есть много фишек, у второго их нет. Но при этом на обоих кубах можно собирать за 10 секунд без проблем. Все дело в умениях, а не в кубиках.
Сравнивать с Даян Гухонг V3M за $10 смысла тоже мало, а аргументы точно такие же, как и с Thunder Clap'ом. Кубик стоит в 3 раза дешевле, не имеет множества фишечек, но при этом на обоих кубиках можно собирать за 10 секунд. И по соотношению цены и качества Гухонг V3M выигрывает у Теnyun. Даян Теnyun нужен тем, кто хочет потратить деньги на самый лучший кубик в мире, либо для спортсменов, кто относится к кубику как к спортивному снаряду, кто хочет достигать лучших результатов за счет лучшего инвентаря. Но помните, что 95% зависит от спидкубера, от умений, навыков, тренировок, и всего лишь 5% от кубика. Логично было бы сравнивать данный кубик со своим предшественником Даяном Теnyun V1, но у меня его не было и нет, к сожалению, поэтому ничего сказать не могу. У меня был Даян 2018, вроде бы так он назывался, на втором канале я его тестировал. У всех Даянов современных есть что-то общее во вращении, а именно мягкость и скорость. Новичкам, кто не собирает хотя бы за 15 секунд стабильно, я рекомендовать Даян Tenyun V2M не буду, потому что я боюсь, что вы не сможете понять всех фишек и обуздать его скорость. Но если ты хочешь классный и красивый, при этом лучший кубик в мире, то просто покупай и не парься.